Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите добрые, искренние слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Крыса в лабиринте. Кто подгрызает твои опоры, пока ты строишь планы? Советую досмотреть видео до конца. В конце, помимо совета карт, будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно. Ты чувствуешь, что твое идеальное здание будущего начало крениться. Пока ты выбираешь цвет стен и планируешь успешный успех, кто-то в темноте методично вынимает кирпичики из твоего фундамента. Посмотрим, сможешь ли ты спасти конструкцию. Самый опасный враг — это не тот, который кричит тебе в лицо. Самый опасный враг — это тихий. Он улыбается, приносит тебе новости, поддакивает твоим идеям и в это же время незаметно подпиливает ножки твоего трона. Эта крыса в лабиринте, она действует осторожно. Она не хочет прямого столкновения. Она хочет, чтобы ты оступилась сама. Прямо сейчас этот человек совершает действия, которые должны обнулить твои старания всех последних месяцев. Пора зажечь свет в этом лабиринте и вывести этого вредителя на чистую воду. Для начала я делаю вашу сигнификацию, а затем посмотрим, кто же эта крыса в вашем окружении. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, высокая оценка вас. Принцесса, которая действительно строит планы какие-то. Не просто уже мечтает, а тут, наверное, конкретные какие-то шажочки делаете, уже планы строите. У каждого они свои. Принцесса — это высокая характеристика, оценка вас. Тут и с интеллектом все в порядке, со внешностью, умение коммуницировать, умение, может быть, зарабатывать, приумножать. Все на месте, все в порядке. Для многих являетесь женщиной, с которой даже нужно брать пример. Так, карта дома. Ага, какая вы. Какая девочка. Ух тышка. Но смотрите, почему-то сейчас показано ваше неустойчивое положение и рядом карта дома. Неустойчивое положение, смотрите, сидит барышня на жердочке и рядом какие-то вороны каркают. В любой момент эти вороны вспорхнут, улетят, а эта девушка может шандарахнуться вниз. Если рядышком карта дома, знаете, элементарно все, что приходит мне в голову, это может быть, какие-то проблемы в доме с домочадцами. Может быть, там отношения, накал какой-то страстей, да, у кого-то это элементарно даже нежелание идти домой. В идеале домой мы идем, восстанавливаемся, наполняемся энергией, подпитываемся, а тут у кого-то такое какое-то состояние, может, кто-то лишний раз и не хочет идти домой. У кого-то это элементарно вот просто проблемы с домашними, вот так могу прочесть. Опять-таки, неустойчивое положение, подсматривайте, разбитое сердечко, карта дьявол. Женщина, которая уже прекрасно осознает цену стабильности, страстям, различает, что такое, как вам сказать, стабильная, может, иногда рутинная семейная жизнь. И знаете, что такое там вот эта страсть, влюбленность по дьяволу, может быть, сексуальная привязанность, одержимость. Скорее всего, рядом дьявол, и вот это подсматриваете, разбитое сердце, это опыт уже был. Может быть, опыт какой-то токсичной влюбленности, созависимых отношений, где эти страсти перекрывали все, может быть, даже мозг отключался. При этом я вижу разбитое сердце, это, скорее всего, разбитые мечты, иллюзия ожидания. Неудачный опыт, скажем так, был. Поэтому вполне возможно вы цените то, что вы имеете. Да? Вот у кого-то это дом, стабильность, может быть, не фейерверк эмоций, но вот как-то мне все равно вот как-то непонятно. Тут какой-то период вы такой проживаете, вроде бы и понимаете, и цену знаете, повторюсь, этим страстям, стабильности. Тут как-то на весах оно
При этом карта, вот этот глазик мне говорит о том, что где-то, может быть, вы подсматриваете, ой, у кого-то за каким-то мужчиной, который вот связан по дьяволу, и тут разбитое сердце, вас интересует этот мужчина. У кого-то, в принципе, вы подсматриваете, может быть, это увлечение психологией, эзотерикой, хотите для себя понять, как это все в одном флаконе уместить, да, и стабильность, и любовь, влюбленность, секс, привязанность, вот это все, вот как бы это все в одном получить. Ну, так. Вы подсматриваете. Ага. Тут женщина, которая уже обожглась. Может быть, была история, тут третьи лица во взаимоотношениях, или отношения влюбились в мужчину несвободного, или отношения труднореализуемые. Вы можете быть не свободны, опять-таки. Но тут карта рядом бумеранг и карта дерева, родовое дерево. Кто-то, ну опять идет как такое, знаете, с одной стороны идет искушение испытать вот эти какие-то страсти, у кого-то это уже вы так наиспытывались их по полной, да, по дьяволу токсичненько получили и бумеранг, и вы понимаете, что можно разрушить опять-таки то, что ты имеешь. А вряд ли на долгую перспективу вот этих эмоций, таких вот фантастических, сумасшедших хватит. Это как идет разрушение все равно. Это какая-то такая странная тут история. И женщина умудренная уже, все прекрасно понимает. Но такое у меня сейчас ощущение, как будто бы опять не хватает. Не факт, что именно вот таких вот эмоций, которые в прошлом были. Просто наполнения какого-то не хватает, энергии не хватает, может быть, ярких эмоций не хватает. Вот, это больше об этом. Такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим. Крыса в лабиринте у нас. Кто подгрызает твои опоры, пока ты строишь планы? Первое, твоя главная опора. На чем сейчас держится твой успех? В какую сферу направлен основной вред? Может, личная жизнь, карьера, взаимоотношения? Не знаю, там. Посмотрим. Материалка. Кто или что разрушает твою жизнь? И зачем нужно этому человеку, да, разрушать? Скрытая мотивация. Зачем ему нужно? Зависть, месть или страх? И совет карт. Что сделать, чтобы стать неуязвимой для этих диверсий? Так, на чем держится сейчас твой успех? В какую сферу направлен основной вред? Портрет вредителя. Кто что разрушает твою жизнь? Скрытая мотивация. Зачем это человеку нужно? Зависть, месть или страх? И совет. Как укрепить фундамент? Стать неуязвимой для диверсий. Начинаем. Первое у нас идет. На чем сейчас держится твой успех? Интересно. Клетка, принц. Усталость, противоядие, мечта, талисман. Ой, девочки, а тут как-то, знаете, давайте все, что вижу, то я и буду говорить, да? Тут идет даже отчасти от обратного. У кого-то присутствует в жизни мужчина, ну, вы у меня вышли там принцесса и принц, то ли ваш законный супруг, то ли это, в принципе, мужчина какой-то, который очень важен.
для вас он присутствует в вашей жизни каким-то образом. Но он же, я вам хочу сказать, союз, связь с этим мужчиной, она на вас накладывает какие-то ограничения. То ли связь с этим мужчиной, отчасти он как держит вас в каких-то рамках. Может быть, элементарно мужчина привык все контролировать, и вас в том числе. Вполне возможно, он к вам испытывает нежные чувства, там, да, но при этом для него очень важно, ну, опять-таки, как будто вас контролировать. Тут рамки, ограничения, как клетка какая-то. Ну, это я о чем? Смотрите, на чем сейчас держится ваш успех. А вы показаны мне уже женщина, уставшая, красивая, но уставшая. У кого-то это элементарно, много на себя взвалили, взяли на себя, да, ответственность за что-то, тянете на себе эту ношу какую-то, одно, второе, третье, может быть, элементарно режим сна, режим отдыха не соблюдается. Но тут другое. На чем сейчас держится ваш успех? На том, что несмотря на вот это все, а мне сразу показали, тут какие-то условия такие. Я не могу сказать, что тут прям процветание, и жизнь бьет ключом и радостно все. Нет, тут у вас действительно сразу ограничений много показали, объективных ограничений. Отчасти эти ограничения вам создает вот этот мужчина. Может быть, он создает множество вам там и благ, и всего, но при этом первая карта это клетка. Ладно, смотрите, клетка это же может быть даже человек вам как крылышки подрезает, не дает вам развернуться в полной мере, свободно реализовать то, о чем вы мечтаете. Даже помечтать, может, не дает. Ну ладно, это другая уже история. Так, теперь к основному. На чем держится сейчас твой успех? На чем? На том, что вы, несмотря на все вот эти вот какие-то условия, не очень благоприятные, у вас противоядие есть. Противоядие внутри вас. Это ваша опора, ваша сила внутри вас. Карта мечта и талисман. В самом деле вы та самая женщина, которая может пройти все и свою реализовать мечту. И карта талисман внутри вас. И вот тут противоядие внутри вас. Это огонь. Это может быть свет, который вы несете людям. И благодаря этому всему, вот карта талисман мне говорит о том, что это все, это ваша мечта, это все может реализоваться. Действительно может. Большие шансы, что вы можете это все реализовать. Но вот подумайте, вы уже очень истощены каким-то таким состоянием, и вот этот мужчина рядом, это тоже, знаете, делает такой акцентик, может больше внимания сюда на себя, на свою мечту, дабы вот этой энергии сюда направить, да, а не растрачивать на то, чтобы, может, противостоять вот этим каким-то тут ограничениям. То есть, на самом деле, на чем держится ваш успех? На вас самой, на том свете, на той энергии, которая есть внутри вас, на умении противостоять. Противоядие, это говорит о том, что как бы хреново вокруг тут не было, кто бы вам тут не пытался ставить палки в колеса, а у вас найдутся и силы, энергия, и мудрость этому всему противостоять. Другое дело, вам говорят, иди к этой мечте, не останавливайся, все получится. Так, в какую сферу направлен основной вред? Вредители у нас крысы, да, эти? Ух ты, токсично. Одиночество, павлин, игры, якорь, нарцисс. Так, в какую сферу, Ну, вообще, по идее, я хотела бы, наверное, вытащить вот эти вот карты и посмотреть портрет вредителя, кто или что разрушает твою жизнь, да, дабы вот это все прочитать. Сейчас, девочки, я вот эти вот карты вытащу. Ловкость рук, никакого обмана. Так, портрет вредителя давайте вытащу. Кто или что разрушает твою жизнь? Так, ой. Замороженное сердце, тут созависимые отношения, подлость, мужчина какой-то держит кинжал за спиной, какие-то убеждения, поездка, гармония, спокойствие. Ну, у меня все-таки идет больше какой-то мужчина, который искусственно создает у вас ощущение того, что
вы без него то ли недостаточно успешны, то ли вот без него ваши какие-то действия будут малоэффективны. Опять-таки, как будто бы искусственно свою ценность он пытается нагнать в ваших глазах. Причем вы уже отчасти сами пытаетесь этому противостоять. Вот эта карта замороженного сердечка говорит о том, что вы уже стараетесь по-другому реагировать на какие-то его проявления, на его замечания, в принципе, на его присутствие даже. Тут вполне возможно у вас были вот эти созависимые отношения, вы где-то растворялись в этом мужчине. При этом показано мужчина, я не буду говорить, что он тут подлый подлец, он тут свои какие-то преследует цели, за спиной держит кинжал, может быть он сам недостаточно в себе уверен, при этом ему нужно как бы видеть вас, эту поддержку, опору, восхищение. Ему как будто бы очень важно заставить вас думать, что вот без него ваша жизнь будет, может, не такой успешной, яркой, никаких перспектив у вас не будет там. Очень боится человек того, что вы самостоятельно сможете там реализоваться, и мало того, еще будете привлекательны для других мужчин. Вот как-то так. Очень важно ему вот этот, даже какой-то, может, неосознанно человек, но вот как комплексы какие-то у вас он поощряет появление этих комплексов. Не буду говорить неполноценности, но такое, как будто бы вы недостаточно сильны. Угу. Хотя вы уже многое понимаете, вы кто-то не решается с этим, может, мужчиной расстаться, может быть, даже как-то ну, не можете этого мужчину вычеркнуть из своей жизни, но при этом вы уже стараетесь по-другому реагировать на его какие-то проявления. Опять-таки, тут какой-то мужчина, который, у него свои убеждения, он эти убеждения, они во многом, может, даже не созвучны с вашими, но он пытается их вам внушить, внедрить, навязать где-то, вот так вот. Как будто бы по своему, вот у него есть свое видение мира, там, как оно должно все проистекать, там, взаимоотношения, и он всячески вам это навязывает. Ну, вот так вот мне идет. Угу. Внутри он не уверен, хотя внешне может создавать образ такого довольно-таки уверенного, спокойного мужчины, уравновешенного, да, хотя внутри там вообще все как-то нестабильно. Может быть, даже он как-то уязвленным себя ощущает. Тут даже какое-то идет как соперничество. Вот я не знаю, что-то странное между мужчиной и женщиной, но какое-то как соперничество. Так вот, в какую сферу направлен основной ваш вред? Девочки, вот я не зря вначале это рассмотрела, потому что тут карта одиночества. Я так вижу, что вам самой собой неплохо. Мне, как это все идет, человек просто хотел бы, знаете, как вам внушить то, что, ну, опять-таки, как будто бы вы менее ценны, чем вы есть на самом деле. При этом на словах он может говорить вам даже комплименты, как-то так вот. Угу. Тут больше какая-то игра, стабильность, нарцисс. Я даже не могу понять, тут какая сфера. Сфера, скорее всего, это ваше внутреннее состояние. Это где-то нежелание того, чтобы вы в полной мере, тут вот как по карте павлин, распускали свои перышки. Состояние такое, дабы вы в одиночестве себя чувствовали как-то токсично, нуждались в нем. При этом человек может какие-то жесты красивые делать, а по факту вы не чувствуете прям той поддержки, которая нужна вам. Он может вам навязывать свою какую-то поддержку, типа, да, типа опеку, если можно сказать, свои умные там какие-то советы раздавать. Но а вам нужно совсем другое. Мне вот так идет. Это как игра какая-то. Карта игры. Игра в стабильность, игра нарцисс. Так,
Какая сфера? Какая сфера? Вы уже извините, я, наверное, некрасиво скажу, но у меня ощущение, что этот человек, этот мужчина, он чувствует, что вы где-то переросли уже эти взаимоотношения, отношение его к вам, вы оцениваете уже более трезво. Он очень боится конкуренции, что вы выберете какого-то мужчину, который будет к вам, ну, как-то по-другому относиться, и вы это все оцените, да? Опять-таки боится, первая у меня фраза сюда такая, что вы стали слишком умной, слишком рассудительной, может рациональной, может вами уже не так легко манипулировать. И ваши пути дороги разойдутся. То ли в принципе вы перестанете даже на него обращать внимание. Вот как-то так, тут вот такой у меня мужчина. Тут четкое понимание того, что вы уже, ну, опять-таки, выросли, переросли, у вас как будто бы разные, ну, может быть, жизнь, такие какие-то ценности, да, планы разные. Но он не готов вас терять, как ресурс, как где-то даже доступная для себя, как это вам сказать, женщина, которая будет с восхищением на него смотреть, его принимать, особо не требуя ничего. Но тут что-то меняется в вашей жизни, вот так вот. Тут человек, это человек жадный, кстати, жадный и не готов, действительно, как какой-то ваш ресурс, вас отпускать. Вот, не готов он вас терять. Не идет так. Ну, тут даже какую сферу направлен основной вред, это ваше, скорее, эмоциональное, психологическое здоровье. Человек заинтересован в том, чтобы вы чувствовали себя менее уверенной, менее смелой, ну, скорее, были привязаны к нему, ценили его, вот так вот. Так, скрытая мотивация этого человека. Зачем ему это нужно? Зависть, месть или страх? Ох, и тут сразу страх у меня вышел. Это карта страха, видите, он его накрывает. И повторюсь, опять-таки, может этот мужчина, вот этот человек, он любит, потому что карта сердца любящий. Страх того, что вы перестанете его любить. Страх того, что, опять-таки, карта звезда, вы куда-то упорхнете, вы пойдете своими делами заниматься, при этом у вас тут высокая цель, там, предназначение, вы в этом будете счастливы и не будете нуждаться в нем абсолютно. Как будто бы человек боится даже, что у вас глазки откроются. Ну, это страхи его так накрывают, что по-другому на него посмотрите. Уже как будто бы звоночки есть. Он уже понимает, что где-то он не дотягивает, где-то что-то вас не устраивает. Эта карта тучи сгущается, это об этом все. Интуиция. Он понимает, что вы же не глупая женщина, интуиция может быть тут. И карта перерождения. Ну вот смотрите, он очень этого боится, что вы тут, ну, девочка выросла из этих взаимоотношений, из каких-то эмоциональных качелей, из манипуляций. Вот это вот, тут страхи, девочки. Вот. Тут больше человек боится того, что, ну, он станет вам неинтересен, не нужен, и вы пойдете своей дорогой. И у вас будет все успешно. Угу. Вы его разлюбите, вообще он будет вам неинтересен. Знаете, как балласт отбросите. Вот как-то так. Очень боится того, что тут перерождение, и мало того, что вам могут как будто бы даже кто-то какие-то давать советы, подсказки, тут он больше всего боится того, что вы уже внутри это все как будто бы осознали. Ну, опять-таки, выросли, переросли. Вот так вот. Эти чувства, любовь, вот все это как будто бы это все останется в прошлом. Как укрепить ваш фундамент? Что делать, чтобы стать неуязвимой для диверсий? Ух ты, вампир, друзья, сердце разбитое, сокрытие, идеал, мстительность.
Капец, какие карты. Ну, то, что мне показано сразу, этот человек действительно подпитывается вашей энергией. При этом вам говорят, если ты вот в открытую полностью, вот как друзья, будешь доверять ему, открывать свое сердечко, да, пускать его в свое сердечко этого человека полностью, ну опять-таки открываться как друзья, да, вот без всяких тайн, это разобьет тебе сердце. Почему-то тут вас взывают к тому, что как-то сокрытие. Ну, скрывай, может быть, скрывай. У кого-то даже это какие-то свои мечты, карта идеал, так как ты можешь поделиться чем-то, вот своей заветной какой-то мечтой. И карта мстительность, когда у тебя будет все складываться, этот человек может тебе даже, ну, создать такие условия, когда ты вынуждена будешь отказаться от этой мечты. Там в шаге от нее, буквально там все у тебя будет складываться, все, ты подумаешь, все замечательно, все прекрасно. А этот человек просто как-то так может использовать ситуацию, тебе придется отказаться от этой мечты. Да? Человек больше переживает о себе, как вам сказать, о том, что ну не будете вы рядом с ним, не будете его поддерживать, наполнять, он вам не нужен будет. Вот как-то так. Такое. Вот такой расклад у меня сегодня получился, девочки. Как-то так. Тут больше как будто бы нужно подумать о себе, позаботиться о себе. Хорошо подумать, чего вы хотите, выстроить какие-то вот конкретные шажочки, как этого достичь, добиться. При этом вас призывают поменьше делиться именно вот этой заветной информацией вот с этим человеком. И финальный инсайт. Мелкие вредители появляются там, где мы слишком долго терпели неуважение к своим границам. И психологически эта крыска – это символ скрытой агрессии в вашем окружении. И совет: перестаньте делать вид, что вы не замечаете подгрызенных этих опор. Выведите ситуацию на свет, задайте прямой вопрос или просто молча уберите этот контакт, ну, если можете, да. Ваши планы заслуживают того, чтобы строиться на надежном фундаменте из искренности. То есть, если вы можете этого человека убрать из своей жизни, ну, в идеале, может, нужно его убрать. Пришло время убрать этого человека из своей жизни. Если нет, то по-другому как-то выстраивать взаимоотношения. Угу. Реально, может быть, обсудить создавшееся какое-то положение дел. Да, очень похоже на скрытую агрессию. Но это все из страха проистекает. Все, мои хорошо, такой расклад сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.